Добрый день! Всем привет из села Молдаванского, Крымский район Краснодарского края. Это с вами Сергей Гуд и канал Викинг Лайф. А у нас опять зима. Вчера ночью был ледяной дождь, потом снег, и в итоге минус и куча снега, и работы на огороде приостановились. Вот такая у нас погода. Вчера была прогулка с Арсением в лес, замечательно погуляли. Ну, а сегодня я без Арсения иду в магазин. Хлебушка закончился. Надо сходить в магазин. Снег опять на Молдаванке выпал. Сегодня у нас очередная передача выпуска «Очумелые ручки на Кубани». Я сегодня хочу вам показать один из вариантов, который я опробировал у себя на участке, как делать пугалку для кротов. У нас сегодня на улице плюс 15, снег растаял, хотя вчера еще была куча снега и минусовая температура. Я свой автомобиль еле-еле откопал. Вот, так что просыпаются кроты. И скоро начнется просто нашествие на наши участки. Я уже видел под снегом, что эти животные не спят. Начинают грызть, ходы делать. И что я хочу вам рассказать и предложить. Очень простая, из домашних материалов, которые есть у каждого в доме. Вот, а нам понадобятся ножницы, маркер, обойный нож, линеечка. Вот, и материал, который мы будем использовать, это пустые бутылки. Есть два варианта. Значит, я скажу, вот это самый лучший материал для изготовления пугалки. Обычная пластмассовая бутылка из-под молока объемом литр или 1,5 литра. Чем они хороши? Вот видите, у них ребра жесткости. И при изготовлении, скажем, вертушки, пугалки для кротов, это будет играть очень важную роль. Есть бутылки пластиковые вот такой формы. К сожалению, они себя в ходе испытаний показали не самым лучшим образом. За счет того, что у них ребра жесткости отсутствуют на этой части, а здесь мы будем делать как раз крылья, ребра жесткости вот есть либо здесь, либо здесь, а эта часть абсолютно ровная. В итоге, в ходе испытания, в ходе эксплуатации они себя показали отрицательным образом. Поэтому такие варианты бутылок мы не будем. Самые лучшие, еще раз повторюсь, это бутылочки вот с такой, скажем, поверхностью, где есть ребра жесткости. Итак, приступаем. Что нам нужно? Мы будем делать вертушку. Для того, чтобы ее сделать, нам сейчас нужно разметить нашу бутылочку на сектора. Я пробовал делать с 4, скажем, лопастями. Но самый лучший вариант это все-таки из 3. Итак, начинаем. Что нужно? Отметить точку отсчета. Поставили. Раз. И нам нужно сделать 3 сектора. Скажем, посчитав грани. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 граней. Значит, нам где-то, ну, вот, скажем так, вот по 3 получается почти идеально. Но здесь у нас будет 3,5. Все, мы донышко бутылки разметили. Теперь нам нужно это все перенести на плоскость. Так, и теперь здесь. Значит, напомню, вот эти вот ребра жесткости, вот, которые есть, рисочки, они нам понадобятся для того, чтобы наши лопасти и вертушки были крепкие. Поэтому мы будем резать, делать крылья вот до сюда. Значит, мы отмечаем то место, докуда мы будем разрезать лопасти. Так, отлично. 3 сектора у нас есть. Что дальше? Так, дальше нам нужно просто, чтобы лопасти были все-таки ровные, более-менее. Вот, мы отметим линеечкой, как нам это нужно сделать.
Сразу скажу, никакой ювелирной точности в данном случае не требуется. Просто, чтобы это было более-менее прилично, однообразно и ровно. Ну, отлично. Все, что у нас получилось? У нас заготовка в виде бутылки, которую мы разметили на 3 сектора. Сделали вертикальные насечки, чтобы знать, как нам резать. Теперь, что нам еще понадобится? Разметка. Значит, в ходе испытаний предыдущих, когда я делал лопасти, загибать лопасти очень близко к краю нельзя. Почему? Они просто от того, что очень сильный ветер, если у кого сильный ветер, будут вертушки крутиться активно, и в конце концов эта пластмасса, скажем, сломается. Я по принципу 2 сантиметра, скажем, этот размерчик, который меня вот устраивает, я делаю отметки для того, чтобы вот раз, два, для того, чтобы знать, докуда же мне нужно будет разрезать лопасти. Все это уже построено, скажем, в ходе испытания. Опять же таки, еще раз напомню, ювелирной точности никто от вас не требует. Так, раз, два. И вот последний, значит, отмечаем. Вот кто зрители постаршего возраста, да, скажем, кому под 50 плюс-минус, те, наверное, знают эту передачу. Очумелые ручки такие были. Ничего там только не рассказывалось. Итак, сделали. Так, теперь нам что? Нам понадобится обойный нож. Ну что, режем по этим вот самым линиям. Разрезаем до нижней вот полоски, где идет жесткость. Сюда не надо далеко идти. Поэтому вот это вот самое, что не есть внимательная часть работы. Когда я первый раз делал такую бутылочку, значит, моего друга Арсения, который все уже, наверное, знают, было просто не отогнать. Он так хотел эту бутылочку сгрызть, я ему не давал. Так, хорошо, у нас сделано 3 надреза вертикальных. Теперь делаем сами лопасти для вертушки. Значит, все лопасти мы должны загибать в одну сторону, а не так, что одно влево, другое вправо, как у самолета. Все лопасти должны смотреть в одну сторону. Значит, вот берем один из вариантов. Мы взяли разрез и теперь будем разрезать по этой вот выемке до нашей отметочки. Ну, это у нас приблизительно 2 сантиметра до следующего края. И точно так же режем здесь. Все, надрезали. Ну, не будем на этом останавливаться, сразу идем резать следующее. Так, так. И наша последняя лопасть надрезается. Есть. Ну что, у нас почти готовые лопасти. Теперь нам их нужно аккуратно загнуть. Вот видите, за счет этих вот ребры жесткости, что придавало жесткость бутылки, у нас будут и лопасти тоже довольно жесткими. Ну что, загибаем. Чтобы было красиво, ровно, я предлагаю использовать вот линеечку. Мы ее просто кладем ровно по отметкам.
одной рукой придерживаем, чтобы она у нас не ползала. Так, вот отметочка ровно. И просто делаем загиб. И по этому угольнику вот прогибаем. Вот у нас получилась, видите, лопасть. Такая лопата. И вот все остальные три делаем абсолютно по такому же самому принципу. И последняя наша лопасть. Тоже отметили. На месте сгиба закрепили. Что у нас получилось? Подровняем, да. Вот такая у нас вертушка получилась. Почти что ракета. Вот. Но это у нас частично готовое. Теперь самое главное. Нам нужно сделать отверстие вот здесь. Варианты могут быть разные. Один из которых взять дрель, там шуруповерт и значит, сверлом по металлу засверлить вот это отверстие. Для чего? Ну, чтобы там на металлический какой-то шток, не знаю, на арматурину насадить бутылку. Она у нас будет вот в таком положении висеть. Ну и крутиться будет вот так вот. Вот. Я использую совсем другой инструмент. Я вам сейчас покажу, как я это делаю. Мой способ, как я буду делать отверстие в бутылке, это отвертка с длинным штоком. И на газе я просто нагреваю кончик этой вот отвертки. Для того, чтобы горячий материал просто расплавил отверстие и по краям заплавил. Ну вот смотрите, у меня разогрето шило. И я аккуратно начинаю прожигать этим шилом пластиковое донышко. И проворачиваю его. За счет того, что оно плавится, и вы равномерно крутите вот именно по пластику этой вот шилом, у вас равномерно заплавляется отверстие. Оно, во-первых, становится более толстым за счет расплавленного пластика. И когда вы прокручиваете, оно у вас получается еще и более толстым и ровным. Вот такой вот способ. Особенно вот этой вот круглой частью, да, отвертки. Как говорит, одного раза достаточно. И вот у нас получилось такое отверстие. Ну, наша вертушка из пластиковой бутылки, в общем-то, готова. Отверстие мы сделали. Лопасти мы сделали. И теперь, что называется, пойти надо ходовые испытания провести. Идемте вместе со мной на ходовые испытания. А сегодня уже участок выглядит абсолютно без снега. Ну что, вот участок, да, на него, конечно, тяжело заходить. В том плане, что земля вся мокрая, она как болото. Вот видите, у меня уже одна крутится вертушка. Это из одной серии. Здесь у меня ежевика. И сейчас мы поставим новый вариант. Посмотрим, как он работает. Так, эту мы убираем. Ну и ставим нашу новую. Арматурина вставлена в землю, на ней ежевика. Вибрация от бутылки и шум передается по металлической арматурине в землю, и это не нравится кротам. Значит, ну теперь более подробней об изделиях. Ну вот смотрите, у меня, сейчас вам покажу. Вот стоит тоже изделие, одно из вариантов. У них лопасти были сделаны из бутылки, где не было ребер жесткости. И они очень гнутся и, скажем так, не захватывают ветер. Поэтому она вот стоит, скажем так, это насколько должен быть
сильным ветер, чтобы ее открутить. Но не хочет она крутиться, поэтому это неудачный вариант. Заменим ее на другую. Вот поэтому методом проб и ошибок практика показывает, что если бутылка с ребрами жесткости, вот даже здесь одно есть ребро жесткости, оно работает куда эффективнее, нежели просто гладкое. Вот. Любое колебание бутылки передается по металлическому штоку в землю. Ну а там уже, как говорится, кто услышит, тот испугается и убежит. Наша задача достигнута. Мне интересно посмотреть, сколько же воды сейчас в колодце. Ну что, ребята, вода фактически находится на поверхности. Буквально осталось пол кольца до уровня земли. Это у меня в глубине получается почти 5,5 колец воды. Ну и здесь на поверхности участка вы видите, да, снег сошел, а лужа с водой вот видна. Так что у нас в этом году должно быть с водой все хорошо. Хотя участок находится на горке. Но здесь водяная жила идет. Поэтому так. Ну а это видео для тех, кто спрашивал, а что Аллочка делает, как она плетением занимается. Ну вот хобби у Аллочки это плести из, как это, Аллочка, называется? Бумажной лозы. Из бумажной лозы корзинки. У нее есть заготовочки, когда она крутила, красила их, инструментик, подклеивает. Это, наверное, можно и из простой лозы плести, но... Простой сложно не заготовлен. А это вот бумага, которая... Утилизация ненужной бумаги. О, рекламный материал, который в супермаркетах лежит или вам присылают. Верно. То есть у вас всегда есть бесплатный материал. Пришли в супермаркет за большой тачкой, купили себе товар, какой вам нужен, загрузили упаковку рекламных газет и пошли клеить. Красить можно в любой цвет, да, Аллочка? Да, совершенно. Вот, Морилкой хорошо. Морилка. Естественно. А это, Аллочка, что у тебя будет? Это органайзер для книг. Так как у нас с тобой повод нет, чтобы они не валялись, можем в одно место, которое книжки в данный момент. У тебя помощник здесь появился? Да. Тетрадки можно с кулинарными рецептами. Что? Он пакетик решил. То есть бутылочку не успел он урвать. Сейчас он тебе скинет. Так, Корса, прекращай это все дело. Все, да. Ну вот такая штучка. Плетение. У Аллочки уже много что было наплетено уже. Что-то ей подарили, что-то она подарила уже. Ну вот такими делами мы занимаемся. Пока нет огорода. Пока огорода нет. У нас все растаяло, на огород заходить нельзя. Вот. Все, ребята, счастливо. Как говорится, кому понравилось, ставьте лайки, дергайте за колокольчик, стучите в бубен. Это с вами были Алла и Сергей Гуд и канал Викинг Лайф. Пока!